Всем привет! Видео сегодня индивидуальное для Юлии из города Иваново. Город Иваново, привет! Так, значит, меня в кадре нет, я только за кадром озвучиваю. У нас проходит процесс обучения продавцов, поэтому и видео редко мы выпускаем. Наносим мы декоративную штукатурку с эффектом рогожки. Значит, Юлия приобрели декоративные штукатурки на все комнаты, в том числе и спальная, и детская, и гостиная с коридором. И везде разные варианты нанесения. Вот мы сейчас наносим рогожку, тонкий слой нанесли с помощью кельмы. И вот такой вот жесткой щеткой бороздим полосы. Полосы у нас вертикальные. Толстые слои накладывать не нужно, от этого у вас получится перерасход штукатурки. Штукатурка рассчитана на примерно 300 кг на квадратный метр. Она у нас колерованная в массе. Мы нанесем тоненький первый слой, сделаем полосочки вертикальные. И дальше после высыхания еще нанесем второй слой. Вот видите, как соединяются участки, пока сыро. То есть мы должны нанести... Так, давайте прямо вот в вашем случае, у вас это гостиная, да, и у вас достаточно много там простенков, с которых можно начать тренироваться. Наносите прямо сначала самую маленькую стену. Штукатурка наносится от угла до угла без остановки на одной стене. Например, от внутреннего угла до наружного угла. И берите прям самые маленькие участочки и наносите. Соединяете между собой два участка, пока они сырые. Вы же не можете штукатурку нанести сразу на всю стену и потом начать полосы, да, бороздить. Не сможете, потому что уже высохнет. Вам нужно наносить участками примерно метр на метр. И вот такие, пока сырая, вот такие полосы бороздим. Всю стену нанесли, оставляем сохнуть. Если у вас получилась эта стена, вы видите, что первый слой у вас вышел хорошо, значит, соседнюю стену можно тоже наносить. Вот такое вот у нас получается, и этому мы даем высохнуть. После высыхания наносим второй слой, прямо тонко-тонко, он почти что наздир должен быть. Тонко-тонко, максимально тонко. Если штукатурка покажется густовато, вы можете разбавить ее водой до удобной консистенции. И будем бороздить полосочки в обратную сторону, горизонтально. То есть до этого у нас они были по всей стене вертикальные, а сейчас нам нужно в обратную сторону горизонтально сформировать бороздочки. Вот берем щетку и ведем. Нужно, конечно, выдерживать примерно линию. Ну, то есть не надо наклон какой-то уводить. Они должны быть приблизительно ровными все равно. Можно расчертить предварительно для себя. Если, ну, такие бывают люди особо, да, придирчивые, педантичные, скажем, да, можно расчертить. Но на самом деле небольшие простеночки хорошо ложатся вот так вот без расчерчивания. У вас там одна только длинная стена. Ее вы наносите, вот та, которую вы хотели фотообои, вот ее в последнюю очередь наносите. А все остальные у вас там стеночки коротенькие. Когда штукатурку подбираем для людей, оформляем доставку. Доставка в любой регион. Любой, кто смотрит видео, вы можете заказать у нас декоративные материалы. И мы к тому же на ведрах пишем, что, куда. То есть ведер много, и мы на каждом ведре пишем, например, это детская комната, это гостиная, первый слой, это гостиная, второй слой. Ну, то есть все подписано. Максимально понятно и подробно. Нанесли и бороздим полосочки. Щеточка в комплекте. Ну и еще раз напомню, что декоративные штукатурки можно заказать у нас. Мы работаем по всей России, и мы помогаем выбрать, и цвет в том числе. Кстати, о цвете. Цвет видео не соответствует отправленному.
То есть мы используем сейчас материалы, которые у нас, ну, были уже, скажем, заколированы. У вас цвет другой. Так что ориентируйтесь на способ нанесения. Одна стена, кстати, будет такая симпатичная, с трафаретом. Хотели сначала фотообои, но передумали и решили штукатуркой обыграть. Декоративной штукатуркой через трафарет. Сейчас закончим здесь, высохнет, и будем сразу же, не отходя от кассы, и трафаретить. Ну, будет Роман. Роман будет трафаретить, а я буду наблюдать, так сидеть и комментировать. Так, я, насколько понимаю, штукатурка высохла. И мы торцом кельмы срезаем острые края. Излишки. Таким образом. Можно, конечно, и зашкурить, но от шкурки пыль. Не очень мы любим шкурить, поэтому вот так торцом кельмы можно почистить верхушки. И получилась такая рогожка, имитация ткани. Проверяем рукой, все устраивает. Зачистили все, что нужно. И я думаю, что сейчас будем использовать трафарет. Так, значит, вот трафарет наш. Трафарет с эффектом бамбук. Можно его приклеить, например, малярной лентой или скотчем. И прям вот так сверх наносить штукатурку. Через вот эти прорези штукатурка зацепится там, где нужно. Будет сцепление с основанием. Не оставляйте пустоты, пусть будет заполнено все, чтобы потом не добавлять. Ну и слой должен быть именно такой, как толщина у трафарета. То есть можно ребром кельмы прям проводить и снимать излишки, чтобы толстый слой не был. Пусть он будет как толщина у трафарета, и все. Приглаживаем, вдавливаем туда ее. И трафарет не должен с места на место перемещаться. Как вам это объяснить? Он должен вот на одном месте быть приклеен, и все, и наносим, чтобы не было смещения рисунка. Вот этот трафарет, он многоразовый, виниловый. Вы можете нанести декоративную штукатурку, снять его и сразу же помыть, и наносить следующий участок, или даже соседнюю стену, или даже соседнюю квартиру. Ну, то есть трафарет многоразовый. Единственное, что с ним может случиться, это вы его разрежете случайно. Ну уж это совсем исключено. То есть нанесли, помыли, и все, он дальше служит. Главное его, мыть.
Ну, стараемся как-то разгладить поверхность. И думаю, что будем снимать сейчас трафарет. Снимать нужно именно пока штукатурка сырая. Видите, он был заклеен со всех углов. Почему снимаем, когда штукатурка сырая? Потому что если вы будете сухую снимать, да, она будет у вас откалываться. А пока она сырая, такой четкий рисунок остается. И снимаем вот таким образом. Дальше мы моем трафарет и используем его на следующий участок. Вот такой у нас получился бамбук. Но это еще не все. У него еще есть листики. Листики будем отпечатывать, когда вот это высохнет. Вот мы сейчас нанесли, оно высохнет. И дальше мы будем уже листики отпечатывать. У трафарета есть отдельные части. Вот они, кстати, листики. Примеряемся, да? Также крепим с помощью ленты малярной. И наносим также штукатурку. Через трафарет вы видите, где листики, и вы вот туда, вот в эти места, где у нас прорезь идет листа, туда штукатурку наносите. В остальные места можно не наносить. Только там, где листья. Ну и снимаем. И посмотрим, что получается. То есть, когда нанесли сами стебли, нужно дать им высохнуть. После уже сухих стеблей наносятся листья. Вот так получается. Вот так получается. Очень даже симпатично. И мне кажется, для гостиной это супер. И цвет у вас такой живой выбран. Очень красиво должно получиться. Ну и всем спасибо, что смотрели. Спасибо, что доверяете нам, приобретаете у нас материалы. Мы стараемся. Ну и не забывайте подписаться, если вы еще не подписаны, и поставить лайк. Всем пока!